Заинтересовало меня, что находится внутри этого мини-компьютера или телевизионной приставки Beelink Pocket P1. Когда-то я покупал ее на Гербесте. Ну, в принципе, меня насторожило то, что вот в этой части как-то корпус немножко вздулся. Возможно, вздулся встроенные, тут два встроенных аккумулятора, и который находится в центре, именно в нем проблема. Из-за того, что я не отключал питание. Но для вскрытия нам необходимо сначала отклеить вот эту вот планочку. Я уже, в принципе, отклеил. Она держится на таком скотче. Ну, не совсем аккуратно отклеил. Так, отложу пока в сторонку. И здесь имеется у нас 3 винта. Раз, два, три. Вот крестовидный шлиц отвертки. Ну, необходимо открутить 3 винта этих. С обратной стороны также необходимо снять вот эту вот тоже пластиковую панельку. Аккуратно подцепив чем-то тонким и отклеив. Под ней также будет 3 винта. После ее отделения, оно также на двустороннем скотче, мы здесь видим маркировку антенны для беспроводных устройств. Поэтому, когда отделяется, будьте аккуратны, не повредите, потому что это все тоже приклеено. И здесь 3 винта. Также их вывинчиваем. Все 6 винтиков, они одного размера. Так, выкрутили и достаем вот эту вот планочку. Так, да, здесь припаяна антенка. Так, и чтобы извлечь плату, необходимо ее выдавить в сторону задней панели с разъемами. И, конечно, вот эту планку с антенной необходимо так вот туда просунуть. Немного подстукиваю, но я взял вот кожух от ножей канцелярских и строительных и постукивал плоскогубцами. Плата сидит очень плотно и выбиваю оттуда вот плату. Так, ну что ж, вскрыл. Вот так плата выглядит со стороны аккумуляторов. Очень плотно сидел. Похоже, что у меня действительно вот этот аккумулятор вздулся. И плата с обратной стороны выглядит следующим образом. Вклеен, значит, был аккумулятор. Просто, ну и выглядит он, конечно, не айс. Похоже, тут не только клеен, сам еще и потек. И он как бы напрямую тут подсоединен ко второму запараллелен аккумулятору. И 2 аккумулятора подключаются через разъем, уже на плате где-то стоит контроллер. Так, распечатал аккумулятор, здесь 2 контакта, но дальше придется паять. Проверю этот аккумулятор, замерю напряжение на нем. Нашел я у себя вот такой аккумулятор от старой модели Samsung смартфона, Samsung Galaxy S2, да, модель i9120. 3,7 вольт на 1350 мАч. Ну, будем использовать его, тем более, что он как бы так в размер вроде попадает. Так, и на его позицию. Да, он прекрасно вмещается. Так, плюс и минус. Так, всего 1,4 вольта. Сразу же проверим на выходе этого аккумулятора. Да, 3,8 вольт. Этот аккумулятор хороший. Значит, я разобрал этот аккумулятор, отбросил контроллер питания. Такой вот платочка. Под крышкой была. И припаял непосредственно к контактам. Плюсовой контакт и минусовой. И замеряю напряжение. Ну, в данном случае 3,5 вольта. Сняв изоляцию вот эту со старого аккумулятора, я изолировал здесь контакты и все это обклеил скотчем. В принципе, на плату уже не буду, тут еще, в принципе, это старый скотч остался, он держать будет, его достаточно. Но осталось закрепить таким вот образом. Кстати, обращаю внимание, что при установке в корпус смотрите, чтобы не выскочила из своей позиции вот эта кнопочка включения. Она очень легко здесь может выскочить.
Корпус полностью алюминиевый, имеет вот такой вид. Насколько я помню, точнее отмотав ролики записанные назад, это вот передняя часть, это задняя, где разъемы. Поэтому устанавливать нужно вот таким вот образом. Очень плотно заходит. Далее сборку производим в обратной последовательности. Так, вот сейчас соберем и проверим, как оно все работает. Немножечко покоцал. Так, сборка закончена. Так, попробуем включить его. Да, светодиод загорелся, загрузка началась. Ну, перейдем к телевизору, проверим, как он работает. Да, как видим, все загружается. Так, операционная система загрузилась. Да, подключение также есть. Так, все у нас грузится, все работает. Всем привет! И сегодня на канале очередная распаковка. Зарядил до емкости 2302 мАч. Как видите, желательно все-таки, поскольку это карманный компьютер, желательно все-таки не оставлять постоянно включенное, использовать именно как зарядное устройство для встроенных двух аккумуляторов. Возможно, я бы тогда избежал вот этой вот ситуации со вздувшимся аккумулятором. Все на этом. А так компьютер, в принципе, отличный. Счастливо всем, пока!